В прямом эфире браслетик на монастыре. А можно я тоже? Привет, друзья! Вы на канале Путешествуй вкусно, и сегодня я вас приглашаю в мир прекрасного. Пойдемте, покажу. Мне так понравилось у моего друга Алексея, который, собственно, с нами сейчас находится, что он меня увлек этой красотой, и мы сегодня на самой крупной выставке в России, называющейся «Монстериум», выставки экзотических растений. И в этом ролике мы вам постараемся показать и рассказать вообще всю подноготную этой культуры, искусства, красоты, ну и ценообразования, соответственно. Когда это вырастет, это будет невероятная красота. Леш, посмотри фиалки, которые мы с тобой обсуждали прежде. И посмотри, какие невероятные формы цветы приобретают. Как вообще природа такое создает, и человек генетикой, селекционированием. Вот эти все невероятные краски. Это лаказия. Ой, антуриум. Господи. А ты посмотри, какой антошка. Как у тебя? Узнаешь папоротники, как называются, должна знать. А это тоже папоротник? Те, которые А называются. ты посмотри вот здесь на картинке, как он выглядит. Это невероятное что-то. Слабо такое вам вырастить дома? Я задумаюсь об этом. Лёш, а вон там агавы, про которые мы с тобой рассказывали. Это не агавы? Ой. А посмотри, какая красота. Вот это вот. Да, друзья, я, конечно, свой внутренний мир обогатила под посещением этой выставки. Даже, наверное, на некоторых растениях я увлекусь. В некоторые растения я увлекусь. Ой, это вот то, что мы у тебя видели, когда ты говорил, ты же мой каудекс. Каудексы, да, но не такие, как у меня. Это я даже не знаю, что такое баобабы. Ну, смотри-ка. Похоже. Боже мой, какое многообразие видов и красоты, которая может быть у вас в совершенно маленьком пространстве. Представляете, люди, которые никогда не бывали на Мадагаскаре, может быть, не выезжали за границы своего города или там страны, такую красоту реализуют у себя на своих небольших площадях. Ну, у кого-то побольше, у кого-то поменьше. Кибибум.
Сортовые гибискусы. Вот, посмотри, какое сочетание цвета. Ой, фантастика. Ну чего ты хочешь? Я хочу то, что меня удивит невероятно, и, возможно, вас, дорогие друзья. Давай насекомоядных посмотрим. Боже мой, какая бегония. Так хочется ее погладить. Но, наверное, не надо это делать. А сколько она, интересно, стоит? Скажите, пожалуйста, а сколько вот эта прекрасная бегония стоит? Нет цены. А я постеснялась ее. 2000. 2000 всего? За такую красоту? Мне кажется, она бесценна. Ну нет, вот. Можете приобрести за 2000. Да, мы это сделаем. Знаете, я таким делом была не увлечена, но мне кажется, я увлекусь. У меня дома растет только кокосовая пальма, которую я привезла из Таиланда 3 года назад. Ну и, наверное, все. Еще пару видов, которые я не знаю, как называются. И сейчас я увлекусь. Боже мой. Это то, что я когда-то видела на Филиппинах. А я знаю, а вы это реализовали в наших широтах. Это удивительно красиво. Даже не поднимается язык назвать это растениями. Это какой-то очень живой мир, который, ну, как люди, наверное. Скажите, пожалуйста, а самое дорогое растение у вас какое? Сейчас, наверное, вот это. 5000 рублей, да? Да. А хит продаж какой у вас? Что больше всего покупают люди? Берут все абсолютно. То есть у кого-то что-то. А Непентасы, берут знатоки или любители и дилетанты, и как то, я? и другое. У нас есть, которые не пентасы берут. Они вообще берут, приезжают к нам на 100 тысяч, набирают. То есть там разные сортовые, редкие непентасы есть. То есть у нас коллекция больше, наверное, больше 100 видов только вот этих непентасов. Откуда вы их сюда привлекли? С Борнео, с Тайваня, с европейских питомников, с азиатских питомников. То есть не обязательно ехать туда, чтобы это привезти. Все уже локализовано, реализовано в наших широтах, да? Да. Я видела это все в дикой природе, в Юго-Восточной Азии, когда бывала. То есть... Ну, родина у них Северная и Южная Каролина. Да, а так они, наверное, у нас в наших, вот у нас есть коллекционер, который у нас покупает, они такие вот уже которые погибают. Он живет в Вологодской области. Да вы что? И он там выращивает на болотах. У нее там почти все растет. Но там непентасы там нельзя, потому что вот, они без зимовки. Им круглый год лето. А вот это все, которое с зимовкой, вот он там Это с выращивает. зимовкой? Да. Невероятно, невероятно. Я теперь знаю, что дарить надо людям. Дарить надо только цветы, причем... Только живые, только в горшках. А? Только живые, только в горшках. Да, только живые, только в горшках. Даже вон есть, которые цветут. Вот это вот какой-то мир в миниатюре получается. Каждое растение – это отдельная вселенная. И вот эти сочетания цветов невероятные. Ты представляешь, как они в неоновом свете будут, наверное, играть? Можно попробовать, как-то будет. А это созвездие орхидей.
скажите же, что это великолепно. Великолепно. Они шикарные. Это просто... Идеальные папоротники для комнаты. Я не знаю, какие эпитеты подобрать, наверное. Может быть, это Сальвадор Дали? Да, в этот раз они у нас лучше, покрупнее. В прошлый раз были поменьше, такие вот квадратные, побольше. А какой самый дорогой у вас папоротник? Ну, это у нас все идут через скажу. Самые дорогие у нас коллекционные, которые не продаются. Которые дома, да? Да, для... которые не продаются. Из тех, которые есть, у нас представлены на выставке придешь. Там может тоже пойти дальше папоротники. Там есть выставка призеров? Да, то есть там дальше будет потом... То есть еще, получается, соревнования среди растений происходят? Конечно. Из платицериумов у нас это 5500. Это вот эти вот, которые самые дорогие. Есть вот такие вот очень интересные. А когда они в человеческий рост вырастут? Сколько нужно ждать? А это в зависимости, как ухаживать. С любовью или без. Ну, конечно же, с любовью. Значит, вырастут быстро. Ну, сколько лет надо ждать? Ой, ну, по-разному, на самом деле. Я бы сказал, А вы это выращиваете? У вас большая квартира? У нас есть оранжерея. Конкретно пространство для студии. А туда можно приехать? Да, у нас при оранжерее ребята занимаются тем, что есть студия фитодизайна. То есть там и обучают студентов фитодизайну. Да вы что? Да, и плюс получается растения. То есть целая образовательная программа, да, поэтому... оранжерея, где взрослые растения, люди могут ознакомиться с ней. Можно приобрести растения. То есть, если будет интересно конкретно по магазину, вот здесь вот, и там же находится рядом школа. У меня просто голова кругом, у меня разрывается. Большой ассортимент у нас идет от суккулентов, потом идут взрослые, папоротники, орхидеи. Если вот так пройдете по столу, оно видно от более влаголюбивых растений к более засухоустойчивым. Слушайте, а если вот сюда вот так сделать, он схлопнется? Она схлопнется, но это делать не нужно. Почему? Потому что Не- растение тратит на это энергию. Не надо драконить их, да? Нет, не то, что просто листик несколько схлопываний, он потом отмирает. Желательно, чтобы он просто так не функционировал. Там, если посмотреть внимание, есть 3 шипика сегмент. Языком это пропадает, там постепенно задевает и схлопывается ловушка. А вот мне там, мы были тоже у стенда, сказали, что это все в Вологодской области на болотах можно выращивать. Росянки идут. Росянки в Подмосковье, то есть и в Иркутском грунте, они растут все. DNA. Слушай, ты знаешь, что меня поразило вот сейчас, Алексей? Вот это вот. Это варигатный перец. Столько комбинаций. Оттенков. Комбинации оттенков, да. Знаете, как... помните, было 50 оттенков серого? Я вам скажу, что сам с Крыма в Ялте есть Монсантовский парк, там около 30 оттенков зеленого. То есть там высажены растения, если смотреть сверху, повторения очень мало. Там по оттенкам зеленого около 30 подобных. То есть специально было задумано. Поэтому можно сделать себе парк по оттенкам дома, подобрать гамму Да. от астролистных растений до зеленых. То есть тут в зависимости от того, какие ваши предпочтения и что вам ближе к душе. Понимаете, вот эта вот выставка, а прежде это можно было еще назвать ярмаркой, то есть там можно приобретать. А вот сейчас мы пришли в место, где самые лучшие виды, то есть здесь проходят соревнования среди растений. Вот эти антуриумы, которые, ну, такие же бархатные, как видела, но мне кажется, они круче бархатные. И вот антуриумы, которые цветут, вероятно. Лёш, это же цветок? Цветок, да. И посмотрите, как они красиво цветут. А здесь прям блестят, как будто бы туда люрикса кто-то брызнул. Скажите, красиво как? А вы тоже этим занимаетесь?
А сколько у вас в коллекции? Ну, у меня в основном хвои, где-то около 100 есть. Блин, ну 200 это же много. Когда поливаешь, да, так визуально кажется красивой, зеленая, когда начинаешь поливать, Ну, можно же какую-то инновацию сделать, чтобы это автоматизировать, полив. можно, но Дорого, я не вижу в этом смысла. да? Да, потому что иногда Ну это же как иногда зарядка, может встал, пойти полил. что-то не так, тебе придется эту всю систему А. перебирать, смотреть. Как бы здесь ты контролируешь и знаешь, вот раз в 10 дней ты полил, все, ты можешь расслабиться. Если есть что-то маленькое, дали. Есть еще теплица, у меня еще теплица дома в кабинете стоит. Да вы что? Да. Поэтому, Ну это как бокс такой, да? ну прям нормальная металлическая теплица, да. Внутри дома. Квартира. Сколько метров квартира? 109. У меня еще 4 детей. А дети? Что занимает 9 метров для по метру детей. стоя, да. Слушайте, а дети к этому... Абсолютно нормально. Нет, они любят это? Да. Это их делает лучше? Да, они становятся более внимательными, более добрыми, более сознательными, потому что на этапе эксперимента я им разрешала сажать каждую косточку отросточек, и они за этим ухаживают. То есть, когда дети это делают сами, То есть это не у них просто... немножко другое Это отношение. не просто хобби для взрослых, это еще Ну, педагогика. это своего рода, да, воспитание. Потому что если ты хочешь что-то вырастить, тебе нужно терпение, внимание, понимание. Да? Для жизни Слушайте, это тоже важно. а они, наверное, пятерки приносят с уроков биологии? Ну, да, и цветы еще дарят. Причем мои же. У них в прошлом году... Учителям? Да. А представляете, по биологии. учителей какое отношение к таким Да, детям? У них была выставка, не выставка, была в прошлом году ярмарка школьная. Каждый год они проводят ярмарку. Все продают сладости, шоколадки, а мои приходят с черенками хвои и реально продают, то есть полностью коробку продают. То есть за кэш. Ну, у них там свои внутренние Своё деньги, ценообразование. которые они потом меняют как бы на живые, и эти деньги идут в помощь больным детям. Боже мой, как это круто. Поэтому они, конечно, первый раз пришли и говорят: мам, все со сладким, мы с растениями. Я говорю, ну, а какой вариант? Друзья, Сладкое если... можно и так купить. Мне кажется, если у кого-то проблемы с детьми, а сейчас у многих проблемы с воспитанием, нужно вот к этому привлекать, к растениям, к доброте, к вот такому... Ну, потому что это воспитывает. То есть ты должен сам, да, вот у меня дети читают, они сидят в телефоне. Телефоны у нас только по выходным, я По разрешаю расписанию. играть. Да, то есть в школу мы ездим с телефонами, но мы их сдаем. Играть можно только в выходной, когда все сделано. То есть для этого я начинаю читать, мои дети начинают читать. Я начинаю сажать, мои дети тоже это делают. Через меня, да, чисто заставить, что я вот тебе сказала, давай попробуй, сделай, они не делают. Колбасы все сыровяленые, кроме краковской. И в этот раз у нас есть сосиски и шпикачки. А вы кто, Наша откуда? новинка. Гастрономический бутик Александра Гагарина. И я собираю... Изначально это был семейный такой проект. Мама варит сыр, семья мужа занимается колбасой, а я делаю сырные трюфели. Сейчас мы уже расширяемся, и вот первый продукт это сосиски, которые уже от коллег приобретены. Но я также позиционирую исключительно российское производство. в данный Ну, мы период только про времени. Россию и про Да. внутреннее. Да. То Скажите, есть а вот это вот акцент. виды мяса, это что у вас? Это тушенка, чистое мясо. Здесь идет и курица, говядина и свинина. В составе идет мясо, соль, перец, лавровый лист. То есть, видите, здесь А лаврушка, наверное, из Абхазии, да? Ой, я не думаю, честно. Вот Я этого думаю, что не из знаю. Абхазии. Друзья абхазские, привет. Может быть, не исключено. Сердечки, мраморная говядина. А здесь идет мясо мраморной говядины и белая благородная плесень. Оно есть как батоном, так и в нарезке на слайсере, чтобы было очень удобно. Потому что колбаса сыровяленая, ее тяжело нарезать в домашних условиях. А
А какой самый вас вот гордость ваша? Вот, Слушайте, сегодня вот смотрите, только разрезала манчо. Это сварен по технологии испанского манчего. В оригинале он идет из овцы. У нас овца в дефиците, поэтому коза. Козы у нас свои. И вы видите, тут уже кристаллы пошли от того, как он выйдет. Кальций. Скажите, Да. а где вы локализованы? Брянская область у нас сыры, Московская область Мясо? мясо и сырные трюфели тоже Московская А где область. ваш бутик, магазин? Королёв. В Королеве? Да вы да, что? Да, да. Ну и есть интернет ваш, там Да, какой-то конечно, QR-код. конечно. А покажите, может быть, люди, наши зрители захотят. Вы так все вкусно рассказали. Связи. Абсолютно. Любой удобный мессенджер. Мы это возьмем. Хотите обязательно? Да, мы придем и у вас что-нибудь себе возьмем. Вы наблюдаете сейчас аппетит и приходите. Да. Да, красота сочетается и в цветах, и в гастрономии. Друзья, ну вот пока не было людей, мы немножечко пробежались, а сейчас покажем, обойдем всю выставку. Алексей будет снимать, а я пойду на шопинг. Да, это прям камни. Но это не камни, друзья, это цветы. Вот. Другое дело, что у них будет глубокий покой вот тут вот, как телеканоны, знаете? И разводят их люди, которых я бы назвала аксакалы. Они беседуют увлеченно. В общем, здесь уже пошел шопинг. И я, конечно же, к телянтиям, потому что их проще всего держать и наслаждаться красотой. Они очень неприхотливые. Смотрите, мне все это сразу надо. Очень красивый вот это вот. Скажите, пожалуйста. Мы же с вами уже виделись. 1400. А вот эти виды, наверное, дорогие, да? Ну вот какое здесь ценообразование? Здесь разное ценообразование, от 800, от 1000 до 2,5. То есть какая-нибудь вот такая большой Дело не в размере. Дело да? Цена не определяется размером. Вот здесь дороже. Да вы что? Вот это вот стоит 2500. Да вы что? Вообще не пляшет от размера никак, это пляшет от вида. А что в ней уникального? Это миниатюрный вид. Он уже большой, вот в таком размере. То есть он уже на максималке? Редкость. Да, это максималка. А он откуда родом? Вообще вся Латинская Америка. На хорошем свету, на очень хорошем свету она становится красной.
Да вы что? Да, ну вот видите, у нее даже вот, ну, на моем свете у нее розовая, она была зеленая, но это нужен прям уже такой хороший цвет. То есть вот это вот все очень сильно цвет зависит. Хорошо, мы берем вот эту. Еще, наверное... Да, вы пока заворачиваете нам. Да? Нет? Да, вот у меня такая есть, а увидите. Нет, такой нет. Вот это же, на это написано. Вот это же, да? Да, да, да. А вот это сколько? 500. Ну, может быть, это изящный. Давай вот эту. А вон смотри какая. Да? Здравствуйте. А вы с выставки Да. идете? А что вы купили? Я ничего, вот он купил, он просто растениями. Ой, слушай, это же дорогая? Да, вот это, по-моему, 3500 или 4, не помню. Ну, 3500, да, альбом. 3500? Да, и этот 3500, по-моему. То есть вы 7000 оставили? Ну да. Для вас это недорого? Да, нет. А у вас много дома растений? Пока только начинаю, что 35, наверное. То есть вы увлеклись недавно? Да. А что вас к этому? Наверное, полгода жизни в Таиланде, когда вокруг все зелено. А где вы было. там жили? Остров Копанган. Я там Вы жил. знаете, я 17 раз была в Таиланде, Ага. и мой самый любимый остров – остров Кулипы. Вот там я не был. Вы знаете, это лучший остров, который в принципе есть. И по мнению многих друзей иностранцев, с которыми я там приобрела за годы, по 3 раза в год гоняла, это лучший остров в мире. Ну, там вообще классно. Ну и, соответственно, оттуда вся вот эта зелень и пошла. А вы знаете, где в наших, в принципе, вот акватории нашей, да, российской, где можно, в принципе, все это наблюдать, Нет. доступно? В Абхазии. В Абхазии. Там такой же климат, получается, тропический. Он субтропический, это же самые северные субтропики в мире, как и Сочи, в принципе. Но вот мы недавно приехали, когда мы приехали? Неделю назад. Ну, 2 недели назад мы там были. Так же, да, Это восторг, это невероятно. Там очень хорошие отели, очень хорошие рестораны. И если там нет возможности поехать в Таиланд, потому что сейчас это менее доступно стало, то я вам настоятельно рекомендую. Да, спасибо. А вообще подписывайтесь на мой канал, и там обо всем этом узнаете. А какой канал? Путешествуй вкусно. Хорошо, посмотрим. Всего хорошего. То есть мы были до открытия, показали вам, когда никого нет, и что сейчас, какое количество людей, которые любят красивое. И кто любит красивое, он, безусловно, добрый человек. Сейчас немножечко пообщаемся с организаторами и узнаем несколько, наверное, инсайдерских моментов. Друзья, пожалуйста, представляю вашему вниманию Лизавета, организатор этого мероприятия. Я как дилетант, как буквально человек, который второй раз в жизни окунается в это пространство, в невероятном восторге. Скажите, пожалуйста, вот на этих выставках, на этих мероприятиях, сколько людей бывает? Ну, обычно От 3000, да? То есть в Москве где-то 3000 человек увлечены вот этим явлением, да? Хотя на самом деле, наверное, больше, если... больше, конечно, больше. А сколько стоит это все провести? Стоимость Да, проведения да. этого всего? Я не буду вам стоимость прям говорить, но это дорогое удовольствие. То есть это не бизнес, это душа, да? Да, в основном, да. Ну, потому что делать красоту... Нет, кто-то, наверное, не знаю, какие-то крупные выставки могут из этого делать бизнес, но мы не какая-то гигантская компания, мы там не
конгломерат каких-то людей, там, бизнесменов. Нет, мы просто сами занимаемся растениями, занимаемся достаточно давно. Я, например, занимаюсь орхидными. Орхидные – это мой профиль. Я их выращиваю уже 25 лет. Я сама биолог, ветеринарный врач по образованию. Да, и мы решили вот это все сделать. Давно уже очень делаем выставки. Начинали с орхидейных выставок. И сейчас вот еще присоединилась выставка для декоративно-лиственных отдельно, потому что публика требует, так сказать, разделить. А государство поддерживает вот такие инициативы? Слушайте, я не знаю, я не прошу помощи государства. Мы вот собираемся своим кружком, нам тут нравится все, нам все хорошо, все устраивает и все супер. Вот, и нам, в общем-то, не нужны Первый никакие... канал, второй канал, там Москва-24, они как-то это освещают? Москва-24 как-то там давно приезжала, но давно уже никого не было. Друзья, просто... Это же так важно, Слушайте, показывать красоту. наверное, да. Не знаю, у нас есть своя тусовка, да, там у нас большая группа ВКонтакте, люди все приходят, кто хочет прийти, и как бы нам классно и хорошо, и вообще здорово. Лекции вот читаем, слушаем. Спасибо вам большое. Спасибо вам, что пришли. Удачи, процветания. Да. Спасибо огромное. Обязательно занимайтесь цветоводством, потому что оно делает вас добрее, чище, красивее, и вы по-другому на мир будете смотреть. Да, это правда. Знаменитая Красная Нива, которая, приехав туда, вы можете прикоснуться к этому миру невероятно красивой эстетики и многообразия. Ой, Алексей, как ты меня увлекаешь всеми этими историями, конечно. Это что-то фантастическое. С такими этими самыми. Вот это тоже. Этого ни у кого нет и не будет. Вот. А вот это вот, чтобы цветы-то были видны, надо куда-то, слушайте, пришпандорить. А что ни у кого нет и не будет? Вот, например, ретикулятума бульбофилума. Ретикулятума бульбофилума. Да. Нет, он периодически появляется где-то, но вот в таком размере. И здесь у него, я не пойму, у меня такой вот этот цветонос, да. Вот, видите? А сколько он стоит? Цветонос. Вот смотрите, сколько он стоит. 5600, да? А самая дорогая орхидея какая у вас? У нас, вот, наверное, на данном этапе, вот она, этот дешевле. Вот это тоже, посмотрите, какой. Вот смотрите. Вы видите? Фантастика. Ну, красавчик. Не то слово. Так что вот. А то, что больше всего покупают, какие растения у вас? Ой, слушайте. Все это вопрос риторический. Риторический, да? Вы его не задавайте. Да, потому Хорошо. что на этот вопрос нет ответа. Так, все, девчонки, вам всего хорошего. Значит, если что, звоните, но я думаю, что... Можно я ее сразу мединила, да. О, вы сразу что-то забираете? Да, я сразу что-то забираю, потому что я ее очень давно хочу. Да вы что? А что в ней уникального? Ну, потому что мединила вот такая маленькая, вот, и вот это возьму. Вот такая маленькая, она достаточно редкая, ее можно редко найти, но она цветет очень красивыми. А когда она зацветет? Сколько ждать надо? Я не знаю. Может быть, всю жизнь? Это не важно. А сколько она стоит? Что стоит? Без проблем. Вы знаете, я тоже подвержена вот этому вот явлению. Я тоже ее, наверное, куплю. Нет, мединилу куплю я. Ты купишь? А тут еще есть, не переживайте. А можно я тебе подарю? Да, нет, я не против. Любой каприз за ваши деньги, да? А вот это вот нам не надо? Мне сразу можно процент. Бульбофилум требует повышенной влажности. И я не уверен, что мы с ним справимся. Хорошо, тогда мы пойдем по более простой схеме. А в аквариуме его запекать тоже очень сложно. Видишь, какой большой. Здравствуйте. Здравствуйте еще раз. Ой, не можем мы от этой красоты никак оторваться. Не отрывайтесь. Не отрываться? А вот это вот что такое, Алексей? Это эуфорбия платиклада, молочай плосковеточный. Молочай плосковеточный. Ну что же это такое за название-то, помимо красоты?
А это вот Ацтекиум. ацтекиум от ацтеков? Да. То есть это из Мексики? Ну, все кактусы почти из Мексики и дальше по горам Южной Америки. Знаете, я когда-то была 11 лет назад в ботаническом саду Вашингтона. Это вы по святым местам ходили? По святым. Ну, 3 года назад я была в Техасе. Еще священнее, да? Какие-то прям вообще неприятные посетители у нас сегодня. Неприятная женщина к вам подошла. Во Вьетнаме, другая вот по Техасу. А мы сейчас встретили молодого человека. Я говорю, а вы как к этому пришли? Он говорит, а я полгода жил на Пангане в Таиланде, и вот увлекся. Да. Да, это, конечно, но это как будто бы из камня сделано. Ну, они очаровательные своей симметрией, многие кактусы. А чем такой колор вот обусловлен? Хорошим освещением, если говорить про агротехнику, а так сейчас один из таких основных вариантов: семена подвергают либо воздействию химических мутагенов, либо радиационному излучению, у них случаются мутации, их высевают, и среди там 1000 штук единицы получаются более веселенькими. То есть без Росатома никуда, да? Ну да. Индуцированный мутагенез, как это называется. Ну и дальше, конечно, тоже берут семена с более ярких особей. А вы-то как к этому пришли? Я профессиональный биолог. То есть у вас высшее образование в этой сфере, и вы вот этим увлеклись, и занимаетесь, и этим на жизнь зарабатываете? Да. Мы выращиваем растения, продаем растения, мы преподаем на школах фитодизайна. Да вы что? Да, поэтому у нас большое красивое пространство в отраслевом центре цветоводства. Вы можете туда приходить. Обязательно придем. Вот. На Шарика Подшипникова. Да, там у нас выставки, ярмарки тоже проходят. Наш магазин стационарный, школа, так что приходите. Давайте я возьму несколько, раздам друзьям. Кто после... Это наш будет второй ролик по этой тематике на канале «Путешествуй вкусно». Вы Вот знаете, это да. многие друзья мои, они в восторге, потому что вот у Алексея, у него квартира 36 метров, и там джунгли. Алексей молодец. Смотрите, кстати, ролик обязательно. Он что-то там взорвал YouTube у нас. Ну, приходите к нам, у нас больше метров и много растений. Мы обязательно к вам придем. Придем же? Все, ждите. Вам удачи, успехов. И вам. Очень красивый молодой человек. Спасибо. Это тоже под радиационным воздействием такое происходит? Наверное, я не знаю. Как будто бы искусственные цветы, да? Удивительно, удивительно, друзья. Интересно, есть какие-то книги, которые обогатят мой словарный запас, показывая вам все вот это великолепие? Потому что есть, да? Ой, вот смотри. Вы прям... А что больше всего понравилось? Слушайте, ну... Надо показать. Распаковочка. Оба-на. Анпакинг. Ну, телянси в основном, бромелевые. Слушайте, я человек, который 99% нахожусь в командировках. И мне некогда заниматься этим. Хорошо, что вот у меня есть друзья, которые увлечены, которые обогащают мой внутренний мир таким вот образом. Супер. Ну, в командировке, если все-таки за телянсиями уход такой, ну, то есть он есть специфический, вполне есть, надо есть. наблюдать, но они переживут ваши небольшие отлучки, если вы правильно сразу посадите и будете хотя бы Вот у иногда Алексея их- же джунгли дома. У Алексея дома джунгли. И я спрашиваю, и даже подписчики в комментариях много спрашивают, а как он поливает, как он ухаживает. А он говорит, я могу уехать на 20 дней. Вот. 7 телянсий. Нет, там не сосчитать, чего только нет. Вот. Спасибо большое, очень приятно. Пока, народ. Придем в мае теперь. Давай, да, Вот так, друзья. А следующий ролик у нас будет про Абхазию.
Это не потому, что это трендовая какая-то тема, и я гонюсь там за новой аудиторией, потому что мне это интересно, а я человек, который любит делиться впечатлениями. Вообще, на самом деле, для человека важно делиться впечатлениями. Это лучше, чем секс, это лучше, чем гастрономия. Ну, понятно, от нее тоже можно делиться впечатлениями, что мы и делаем. В общем, вы обречены на красоту, поэтому подписывайтесь, пишите комментарии. И, кстати, критика очень приветствуется.